Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Табаков, юрист. Сегодня я хочу поделиться с вами увлекательной и глубокой концепцией миметической теории, разработанной франко-американским антропологом, социологом и теоретиком литературы Рене Жераром. Эта теория не просто академическое упражнение, это фундаментальный взгляд на природу человеческих отношений, зарождение общества и культуры. Она объясняет, почему мы конфликтуем, как возникают социальные институты и каким образом насилие становится частью нашей жизни. Этой теорией можно объяснить, например, то, почему именно Вячеслав Зинченко был выбран в качестве козла отпущения в деле об убийстве Фарион. Эта теория может объяснить, почему Путин напал на Украину, и так далее. Миметическая теория получила признание в Европе, особенно во Франции и Австрии, а также в США. Я уверен, что она заслуживает вашего внимания. Давайте разберемся, о чем она и почему она актуальна для нас сегодня. Миметическая теория началась с литературы. В 1961 году Рене Жерар опубликовал свою первую значимую работу «Ложь романтизма и правда романа». В ней он сделал смелое заявление: человеческое желание не является автономным. Мы не просто хотим что-то, потому что нам это взбрело в голову. Наше желание формируется через подражание, или, как говорит Жерар, через мимесис. Мы смотрим на других, на модель, образец и начинаем хотеть то же, что хочет эта модель. Но вот парадокс. Эта модель одновременно становится нашим соперником, потому что мы оба желаем одного и того же объекта. Представьте себе двух детей, которые спорят за одну игрушку, потому что один из них увидел, как другой ею увлекся. Это и есть миметическое желание в действии. Может быть, об этом и говорил Трамп, когда сравнивал Зеленского и Путина с детьми, дерущимися в песочнице. Жерар начал с анализа литературных произведений, таких как романы Достоевского, Пруста или Сервантеса, где герои желают не сами по себе, а через других. Но затем он пошел дальше, превратив свою теорию в трансдисциплинарную. Он обратился к культурной антропологии, этнологии, мифологии, христианской экзегетике и даже естественным наукам, чтобы показать, как миметический механизм работает в самых разных сферах. В своей ключевой работе «Насилие и священное» 1972 год Жерар выстраивает целую историю насилия, в основе которой лежит все то же миметическое желание. Давайте разберем, как это работает. Мимесис – это подражание, и Жерар утверждает, что оно лежит в основе человеческой культуры. Мы учимся, подражая другим, языку, поведению, ценностям, но подражание имеет и темную сторону. Когда мы подражаем желаниям других, это часто приводит к конфликту. Если я хочу то же, что и ты, а объект желания
ограничен, будь то игрушка, слава или власть, мы становимся соперниками. Этот конфликт по Жерару и есть основа насилия в обществе. В архаических обществах люди интуитивно понимали опасность миметизма, хотя и не осознавали его природу в полной мере. Чтобы избежать бесконечных конфликтов, они вводили запреты на подражание. Например, в некоторых культурах запрещалось иметь вещи, похожие на те, что принадлежат вождю, или даже подражать его поведению. Более того, существовали радикальные практики, такие как убийство одного из близнецов, потому что близнецы – это слишком похожие, а сходство порождает соперничество и магический страх. Но полностью избежать конфликтов было невозможно, и тогда общество прибегали к ритуалу жертвоприношения. Жертвоприношение по Жерару – это способ направить миметическое насилие в контролируемое русло. Вместо того, чтобы убивать друг друга, люди выбирали жертву заместителя, животное или в некоторых случаях человека, чтобы воспроизвести первоначальное насилие, которое по преданиям положило конец хаосу. Эта жертва как бы впитывала конфликт, позволяя обществу восстановить порядок. Жерар считает, что именно так зарождались первые социальные институты, через ритуалы, которые канализировали насилие. Но что происходит, если конфликт не удается сдержать? Начинается миметический кризис. Представьте себе ситуацию, когда соперничество охватывает все больше людей, а общество погружается в хаос. Единственный способ выйти из этого кризиса по Жерару – это коллективное насилие против одной жертвы, так называемого козла отпущения. Это не просто метафора. В архаических обществах толпа единодушно выбирала кого-то, на кого можно было свалить вину за кризис, и направляла на него свое насилие. Это коллективное действие снимало напряжение, потому что все объединялись против одного. Жертва становилась одновременно виновником и спасителем, восстанавливая порядок в обществе. Этот механизм, по словам Жерара, работает бессознательно и воспроизводится в разных культурах на протяжении всей истории. Даже сегодня мы видим, как в моменты кризиса общества ищут козлов отпущения, будь то отдельные люди, группы или даже целые нации. Это может быть политический оппонент, социальная группа или даже абстрактный враг, вроде глобального заговора. Миметический механизм, как вирус, продолжает действовать, и его последствия мы видим повсюду. Теперь давайте углубимся в ключевой элемент теории – миметическое соперничество. Это то, что запускает весь миметический механизм. Именно здесь теория Жерара становится особенно актуальной для понимания нашей повседневной жизни. Миметическое желание, как я уже сказал, это желание, которое рождается из подражания. Жерар подчеркивает, что подражание само по себе не зло.
Напротив, оно позитивно. Без подражания мы бы не учились, не создавали культуру, не говорили бы на одном языке. Всякое изучение сводится к подражанию, пишет Жерар, но проблема в том, что подражание желаниям других неизбежно ведет к соперничеству. Представьте себе классический треугольник: субъект, объект желания и соперник. Субъект хочет объект не потому, что сам по себе объект ценен, а потому что его желает соперник, который выступает моделью. Например, вы можете не замечать новую модную вещь, пока не увидите, как ваш друг или кумир стремится ее заполучить. Внезапно эта вещь становится для вас желанной, потому что она желанна для другого. Соперник как бы заражает вас своим желанием, указывая, что ценно. Но вот в чем загвоздка. Как только вы начинаете хотеть то же, что и соперник, вы вступаете с ним в конфликт. Желание усиливается, потому что объект становится символом победы над соперником. Жерар пишет: соперничество порождает имитацию. Чем сильнее конфликт, тем больше вы подражаете своему сопернику, стараясь превзойти его. Это как замкнутый круг. Чем больше вы боретесь, тем сильнее становитесь похожими друг на друга. Особенно ярко миметическое соперничество проявляется у детей. Ребенок видит, как другой играет с игрушкой, и тут же хочет эту же игрушку. Но Жерар подчеркивает, что взрослые ничем не отличаются, мы просто лучше скрываем свое подражание, потому что стыдимся его. Нам кажется, что наши желания оригинальны, что мы сами по себе решили, чего хотеть. Но на самом деле мы постоянно ориентируемся на других: друзей, коллег, знаменитостей, даже вымышленных персонажей. Этот стыд по Жерару связан с глубокой человеческой неуверенностью. Мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, некой полноты бытия, которой, как нам кажется, обладают другие. Мы смотрим на модель человека, который, по нашему мнению, полон, успешен, счастлив, и пытаемся подражать ему, чтобы заполнить эту нехватку. Но модель сама по себе тоже желает чего-то, и это делает объект ее желания еще более притягательным. Жерар пишет, что желаемый объект как бы обещает еще большую полноту бытия, и вот мы начинаем бороться за этот объект, даже если он нам не нужен. Проблема в том, что миметическое соперничество часто остается неосознанным. Мы не замечаем, как заимствуем желания, вкусы, привычки, даже предрассудки, но эта слепота делает соперничество еще более опасным. Жерар говорит, что миметическое желание порождает идолопоклонническое обожествление ближнего, которое перерастает в обожествление самих себя. Мы начинаем видеть в сопернике одновременно кумира и врага. Это двойное чувство, восхищение и ненависть, лежит в основе конфликта. По мере того, как соперничество обостряется, различия между соперниками стираются, они становятся почти идентичными в своем желании и борьбе. Жерар называет это
устремлением к крайности, моментом, когда соперничество становится самоцелью. Объект желания теряет значение, а борьба превращается в стремление к кудос, мистической славе, которая по Жерару имеет почти религиозный оттенок. Это как если бы соперники боролись за нечто божественное, за право быть выше другого. На этом этапе соперничество может стать разрушительным. Соперники начинают дискредитировать друг друга, крадут собственность, доходят до насилия. Жерар приводит примеры из мифологии и истории, где борьба за кидос приводила к убийствам и войнам, но он также подчеркивает, что выход из этого тупика возможен. Примирение наступает, когда люди осознают свою равную идентичность, то, что все мы в сущности одинаковы и равны. Это осознание может остановить цикл насилия. Теперь, как юрист, я вижу, как миметическая теория помогает понять многие процессы в обществе. Конфликты, которые мы наблюдаем, будь то судебные споры, политические противостояния или даже семейные ссоры, часто имеют миметическую природу. Люди борются не за реальные ресурсы, а за символическую победу, за статус, за ощущение собственной значимости. Понимание этого механизма может помочь нам быть более осознанными в своих желаниях и действиях. Миметическая теория также объясняет, почему мы так легко поддаемся массовым настроениям. Вспомните, как в социальных сетях разгораются скандалы. Один человек обвиняет другого, толпа подхватывает, и вот уже находится козел отпущения, на которого обрушивается коллективный гнев. Это классический миметический кризис, который Жерар описывал. Но если мы начнем осознавать, как работает миметический механизм, мы сможем избегать таких ловушек. Более того, теория Жерара предлагает путь к примирению. Он говорит, что осознание равенства всех людей – ключ к преодолению насилия. Это особенно важно в наше время, когда поляризация и конфликты в обществе только нарастают. Как юрист я вижу, что многие споры можно было бы разрешить, если бы стороны признали, что их желания и страхи во многом схожи. Миметическая теория Рене Жерара – это не просто академическая концепция, а инструмент, который помогает нам понять самих себя и общество. Она показывает, как подражание формирует нашу культуру, но также порождает конфликты и насилие. Она объясняет, почему мы так часто боремся за то, что нам, возможно, и не нужно, и как мы можем выйти из этого порочного круга. Я, Валерий Табаков, призываю вас задуматься о том, как миметическое желание влияет на вашу жизнь, какие ваши желания действительно ваши, а какие заимствованы у других. Как часто вы вступаете в соперничество, даже не осознавая этого, и как мы можем вместе строить общество, где меньше конфликтов и больше понимания. Эти вопросы актуальны для каждого из нас, будь вы юрист, учитель, предприниматель или просто человек, который хочет жить в гармонии с собой и другими. Спасибо за внимание. Если вам понравилась эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь,
давайте продолжим разбираться в том, как устроен наш мир.